Что ж, привет. Сейчас 6 утра, и я лечу из Сантандера в Мадрид. Перелет обошелся мне в 36 евро. Пробуду там всего пару дней, и на этом мое большое месячное путешествие заканчивается. Это уже мой третий раз в Мадриде, город я знаю хорошо, так что туристического гайда по всем топовым местам не ждите. Но кое-что интересное я все-таки покажу. Я уже в Мадриде, сижу в аэропорту. Хотела вам сказать такую вещь, что я когда бронировала рейс, я такая думаю, боже, я же гений. Я утром быстренько из Сантандера прилечу в Мадрид еще до работы. Здесь позавтракаю и спокойно где-нибудь в кафешке буду работать или там заселюсь в свой Airbnb, буду работать. Прекрасно. Это же так круто, я такой гений. Но о чем этот гений не подумал, это о сне. Потому что я спала сегодня 2,5 часа, дай бог 3, возможно 3. И все остальное это вот этот вот путь, хоть полет занимает буквально 40 минут, но ты же в аэропорт должен заранее приехать. Сейчас должна как-то из него уехать. Я решила остаться сейчас в аэропорту. Сейчас только доходит 8 утра. Пока нет смысла ехать в город, потому что все закрыто. Мне негде будет даже сесть. Вот, поэтому я сейчас тут поработаю немножко. Утром поеду в город. Не знаю, куда-нибудь сяду, в какую-нибудь кафешку. И продолжу работать. Скоро я куплю чемодан. Я сейчас, когда ехала, я познакомилась с парой из Канады. Они путешествуют, очень прелестные, милые люди. И познакомилась с одной бабушкой из Аргентины, которая путешествует по Испании 4 месяца. Одна. У нее офигенная, огромная куча была вещей, багажа. Она совсем-совсем старенькая. И она, в общем, реставрирует картины. И это было так интересно послушать. Она такая старенькая. У нее столько вещей, не знаю, у нее такой интересный вид деятельности. Она не боится одна быть, она 4 месяца путешествует. И она просто в меня вселила такой, не знаю, заряд энергии, бодрости, вдохновения. Я смотрю на нее, и я понимаю, что, столько всего еще впереди. Самым запоминающимся событием дня было то, что я наконец-то купила чемодан и освободила свою спину от тяжелейшего рюкзака. Ура! Я сняла комнату в спальном районе Мадрида, в большой двухэтажной квартире. На первом этаже жили 2 парня, а на втором я и еще одна девушка. Вроде бы ничего необычного, но на том чердаке мне очень понравилось жить. Очень удобно, что у парней и у нас были отдельные ванные комнаты. Заселение — это была целая история. Я переписывалась с каким-то парнем, который полдня пропадал и никакой информации не давал. А встретил меня в итоге не он, а 2 каких-то латиноамериканцев, похожих на бандитов. Я серьезно. В итоге один из них оказался отцом того парня, они оказались милейшими людьми, и внешность реально обманчива. Они оба очень удивились, когда услышали, что я говорю по-испански. Вот в таком районе в Мадриде я живу, такой тихий спальник. Так как я в Мадриде всего на пару дней, я решила не тратить время на готовку и ела где-то вне дома. Сейчас идем на завтрак. Вот в такой я юбке. Это новая юбка. Я хочу ее выносить здесь, потому что тут пока что еще тепло. В Минске я точно ее не надену еще долгое время, поэтому в такой вот красивой юбке, в таком красном фоне. Идем гулять. Я в Мадриде уже 3-й раз, поэтому я не спешу смотреть все остальные исторические центры и ценности, потому что я это уже, в принципе, видела. Поэтому хочется быть на таком чиле, просто смотреть, радоваться, что я здесь сейчас, и наслаждаться этим. Гуляя по городу, я случайно набрела на гигантскую скульптуру Хулия. Скульптура высотой 12 метров представляет собой голову девушки. Выполнена она из полиэфирной смолы и белого мраморного порошка. По словам самого скульптора Жауме Пленса, так он хотел добавить этому месту немного нежности. У нее закрыты глаза, что напоминает нам о том, что каждый должен взглянуть внутрь себя. Одно место в Мадриде, которое я очень советую, это дворец Сибелис или Palacio de Cibeles.
он же городская мэрия. Здание построили в 1919 году как главный почтамт города, и мадридцы до сих пор называют его просто Корреос или почта. Потом его превратили в культурный центр с выставками, ресторанами и, самое интересное для нас, смотровой площадкой на 8 этаже. Вход в само здание бесплатный, подъем наверх стоит всего 3 евро. Оттуда открывается, на мой взгляд, один из лучших видов на Мадрид. Видно фонтан Сибелис прямо под тобой, Гран-Бия, Ретиро. И если вы успеваете на закат, вообще отдельная история. Такое интересное окно. Так классно наблюдать за вечерним Мадридом. Но самое классное наблюдать за вот этим пентхаусом. Воскресенье, третий день в Мадриде. Идем гулять. Лук, как и вчера. Парк Ретиро. Огромный парк в центре города. Сюда приходят все. В пруду плавают здоровенные карпы, и местные шутят, что реально их боятся. Я, если честно, их тоже боюсь. А вечером весь парк превращается в одну большую беговую дорожку. За этим можно наблюдать бесконечно. Иду сейчас на бесплатный вход в музей Прадо. И тут огромная-огромная очередь. Вот. Но это норма, она быстро рассосется. Прадо — это испанский Лувр. Гойя, Веласкес, Босх — все здесь. Внутри снимать нельзя, так что просто идете и смотрите. Вход каждый день за 2 часа до закрытия бесплатный. Медведь и земляничное дерево — символ Мадрида. Пуэрто-дель-Соль – буквально сердце Испании. Здесь находится нулевой километр, от которого отсчитываются все дороги страны. Плаза-Майор – главная площадь Мадрида. Выглядит красиво, туристы, кафе с завышенными ценами. Но у этого места есть темная история. Здесь проводились публичные казни, бои быков и суды инквизиции. Люди наблюдали за всем этим с балконов, которых 237 штук. А еще раньше на этом месте вообще было болото, где короли охотились на уток. Вот такая эволюция. Мы сейчас пробуем бокадильо con calamаres. Всем привет! Сегодня предпоследний день в Мадриде. Я иду в музей Тиссен, потому что там есть бесплатные часы. Хотела вам рассказать про погоду. Вообще 26 градусов. Но из-за того, что уже осень, как бы по утрам и по вечерам так холодает. И вот я сейчас в джинсах и в майке. И мне прохладно рукам, на самом деле. Еще я сегодня забыла... Ну, я не забыла. Я сегодня не успела помыть голову, поэтому у меня вот такой вот крабик на голове. На самом деле я не до конца себя принимаю такой. Я привыкла с длинными волосами ходить, но так тоже неплохо. Увидела эту марку и сразу флешбэк из Португалии. Они знамениты своими паштейш де ната, такие маленькие заварные тарталетки с хрустящим тестом. Если увидите, заходите. Это один из лучших сладких завтраков за копейки. Я направляюсь в музей Тиссен. По понедельникам с 12 до 16 в музее бесплатные часы. Так как я жила рядом, то решила во время обеда сходить в этот музей. Тиссен – третий музей Золотого треугольника Мадрида, и у него очень интересная история. В 80-х годах немецкий барон решил найти новый дом для своей коллекции, на тот момент крупнейшей частной в мире. За нее боролись Франция, Британия, Швейцария, но победила Испания, и все благодаря жене барона, бывшей мисс Испания. Она просто убедила мужа отдать коллекцию на родину. В итоге Испания купила ее в 1993 году, и теперь это национальный музей. Внутри 7 веков живописи, от средневековья до 20 века. Ван Гог, Мане, Рубенс, Хоппер – все в одном месте. Бесплатно можно зайти по понедельникам с 12 до 16 или в субботу вечером с 9 до 11 вечера.
теперь работаем вот с таким видом. В последний вечер я пошла в самую старую пиццерию Мадрида, Весувио, на улице Орталеса. Открылась в 1979 году, буквально через несколько лет после смерти Франко, когда Испания только начинала открываться миру после долгой диктатуры. Основали ее два сицилийца. Место совсем маленькое, едят за стойкой, пиццу делают прямо при тебе. И это была лучшая пицца в моей жизни, я без преувеличения. Если окажетесь в Мадриде, обязательно зайдите сюда. Тут написано «Руки, которые не даете, чего ждете?» Улыбка продает лучше, чем 1000 слов. Ужин обошелся в 16 евро. Так я решила попрощаться с Испанией и Мадридом в этот раз. Это, кстати, очень известная марка шоколада. Если вы видите шоколадку с таким логотипом, то советую купить. Это испанский шоколад, очень хороший, Балор. У них есть свои кафешки, кофейни, не знаю, как это назвать. Вот, и собственное производство, шоколад, торты и так далее. Не знаю, мне совсем не хочется уезжать, мне так грустно же, мне кажется, что у меня сейчас слеза потечет. Хамона мне, конечно, не пожалели. Мадрид оказался не последней точкой этого путешествия. Жизнь внесла свои коррективы. Нужно было срочно улететь в Грузию. Впереди 17 часов дороги. Да-да, 3 перелета и ночная стыковка где-то посередине. Может, поэтому так не хотелось уезжать. Но взрослая жизнь не ждет, пришлось собираться и решать вопросы. Все, я уже в аэропорту в Мадриде, я уже это сказала в другом видео. Вот я пью кофе. Хотела сказать, что я вообще не хочу ехать, я вообще не хочу отсюда уезжать. Мне не верится, что так быстро время прошло, что мне уже нужно уезжать, что сейчас, буквально через 5 минут должна уже там стоять. Не могу это поверить. Изначально план на Мадрид был совсем другим, но что-то вмешалось и все изменило. Вы, наверное, заметили, что я снимаю не совсем обычные видео о путешествиях. Тут нет коммерции, это просто дневник. У меня есть одна идея, может, романтическая, что когда-нибудь мои дети или внуки найдут эти видео и увидят, какой я была в их возрасте. Если бы изобрели машину времени, я бы использовала ее, чтобы увидеть так родителей. Я бы хотела поговорить с ними тогдашними. Но все, что у меня есть, это несколько коротких записей, где мы почти ровесники. Сейчас папа говорит, что я копия мамы. Мама, что я копия папы. Так кому верить? Мы живем в эпоху, когда все остается в интернете. Я хочу оставить этот след. Если вы, дети, нашли это видео, если вы существуете, вот что я хочу вам сказать. Не бойтесь ошибаться. Не бойтесь брать ответственность. Бойтесь не жить. Любое поражение — это новое начало. Любая ошибка — шанс в следующий раз сделать лучше. Ответственность — это не груз, это спокойствие. Когда ответственность на тебе, не нужно искать виноватых вокруг. И в этом есть настоящая сила, поверьте. Я вас очень люблю.